мы можем выйти сейчас в центр управления процессами, как мы его называем. Вот, допустим, Кострома. В Костроме наши медицинские центры имеют как поликлинику, также нефрологический центр, в структуру которого входит отделение амбулаторного диализа, прием нефролога, реанимация, операционная и круглосуточный стационар. То есть там мы оказываем замкнутый цикл полностью нефрологической помощи. Вот в настоящий момент это диализный центр в городе Костроме, прямой видеопоток. На прямом видеопотоке мы можем увидеть, что делают пациенты, медицинский персонал. И очень важно, как врачу, который работает в этом медицинском центре, точно так же и руководителю, который может дистанционно смотреть, ну, допустим, в Москве, которые отслеживают качество работы и медицинского персонала, и качество лечения пациентов. Вот в настоящий момент мы видим, что доктор подошел к пациенту. Как обычно, Центр управления процессами позволяет принимать какие-то быстрые оперативные решения. Все оборудование, которое используется в нефросовете, подключено к нашей интеллектуальной системе Maximus. И, соответственно, все параметры, которые есть в аппарате, отражаются в программе, и доктор дистанционно, будь то в ординаторской, либо где-то вообще в другом городе, может видеть все параметры лечения пациента. Плюс визуальный контроль. В любой ординаторской нефросовета имеются такие экраны, и врач может дистанционно увидеть каждого пациента. Каждое диализное место пронумеровано, и вот, допустим, вот мы видим 22 место, на нем лежит пациент. Если аппарат дает какую-то тревогу, то срабатывает звуковой сигнал и световой сигнал. Врач, во-первых, который сидит в ординаторской и наблюдает за процессом лечения пациентов, он может посмотреть, подошла, не подошла медсестра, что делает медсестра. Он может связаться с пациентом, потому что все пациенты, которые получают лечение в нефросовете, имеют свой персональный монитор. То есть через этот монитор врач может связаться по видеосвязи и спросить у пациента, что его беспокоит. Далее, для того, чтобы, может быть, более детально разобрать, что там с пациентом происходит, мы можем зайти в карточки по каждому пациенту. Здесь информация. То есть на 22-й койке лежит определенный пациент, здесь его данные есть, здесь параметры процедуры основные, которые выводятся с аппарата, жизненно важные параметры, которые отслеживаются в процессе процедуры, например, артериальное давление, которое измеряется каждые 30 минут, оно меняется. Вот в настоящий момент мы видим, что артериальное давление у пациента подсвечивается желтым, значит, это где-то пограничные нормы. У кого-то оно может быть красным. И мы тоже можем посмотреть, как наш медицинский персонал среагировал на эти тревоги. Для снижения артериального давления либо меняются параметры самой процедуры гемодиализа, либо дается какой-то лекарственный препарат, и дальше доктор уже может отследить, тревога снята или не снята через какой-то определенный промежуток времени. Если нам нужно посмотреть еще и как в динамике эти параметры изменяются, мы переходим в другой интерфейс и можем посмотреть. Вот, допустим, индекс диализной дозы. Это индекс, который показывает, как кровь пациента очищается во время процедуры гемодиализа. Наша задача достичь индекс диализной дозы 1,2 в течение процедуры. Дальше мы смотрим, как это меняется в течение процедуры. И достигли мы эту дозу или нет. Текущее значение уже 1,22, что является нормой, но врач сделал по предписанию 1,4, чтобы достичь к концу процедуры. Здесь мы тоже можем увидеть параметры основные процедуры. Здесь краткая информация, как пациент закончил процедуру предыдущую, а процедуры проходят 3 раза в неделю. Прошлую процедуру гемодиализа мы видим, что пациент закончил с нормальным абсолютно давлением 120/80. Здесь также можем посмотреть сухой вес, который необходимо достичь у пациента. Важно для доктора, допустим, он видит, что у пациента снижение артериального давления. Ему нужно разобраться, почему именно снизилось артериальное давление, в какой момент. Очень часто снижение артериального давления зависит от забора определенного количества жидкости, которое врач устанавливает в течение процедуры. Вот, допустим, скорость ультрафильтрации. Мы можем посмотреть, как проходила скорость ультрафильтрации, и, может быть, где-то она была большая, на каком моменте было снижение давления. То есть тут же врач может проанализировать и поменять какие-то параметры гемодиализа. Часто бывает, допустим, нужно посмотреть, насколько менялось артериальное давление в течение процедуры гемодиализа. И, может быть, с чем это было связано. То есть вот здесь мы видим динамику каждые 30 минут, как менялось артериальное давление. Вот мы видим, что через 2 часа поднялось артериальное давление. Доктор уже может проанализировать и, может быть, поменять как-то программу лечения. И периодически бывает вот этот момент тоже очень важный. Это давление в магистралях, артериальное и венозное давление. Бывает, что проблема какого-то сосудистого доступа, и это может точно так же врачу
сделать правильное решение для дальнейшей тактики. Может быть, пациента направить на консультацию к сосудистому хирургу, либо на проведение УЗИ, исследования сосудистого доступа. Программа «Максимус» делает это в режиме реального времени, с сохранением какой-то информации и выпуска отчетов. И вот благодаря всему вот этому вот конгломерату мы имеем возможность оперативно реагировать, качественно оказывать медицинскую помощь.